Запись да. пошла. Давай, говори. Мы сегодня попытаемся пройти 100 тысяч шагов по Милану. Поздороваться. Ой, привет. Всем привет. Сегодня мы попробуем выполнить челлендж 100 тысяч шагов по Милану. Мы уже начали свой день с прогулкой с собакой. С прогулки. Мы уже начали свой день с прогулки с собакой. На часах уже 2000 шагов, поэтому нам осталось всего лишь 98 тысяч. Начинаем мы от дома. Сейчас идем по Чайна-тауну. Вы можете видеть фонарики. Это китайский район Милана. На заднем фоне можете видеть знаменитые дома Боско Вертикале, вертикальный лес. Это жилые дома, на балконах которых растут деревья. Мы на восточной окраине Милана и прошли первые 10 тысяч. Вы можете понять, насколько Милан маленький город, потому что всего за 10 тысяч шагов, даже не за 10, а за 8, мы уже дошли до окраины города. И вот что нас окружает. — 12 200 шагов, и мы выходим за пределы города. За 13 тысяч шагов мы дошли до района, который граничит с аэропортом. И этот аэропорт действующий, на нем можно улететь в любой город Европы. Аэропорт Линате. Вот он где-то там, за этим парком. Рядом с аэропортом есть небольшой водоем, который называется Миланское море. Люди здесь тренируются водным видом спорта. Летом тут зачастую можно увидеть, как занимаются греблей, каякингом. А еще летом мы видели, как здесь тренировалась группа спасателей на воде вместе с собакой. Вот как раз сейчас можно видеть тренировку по, не знаю, придумайте, напишите название в комментариях, название этому виду спорта. Но по мне это гандбол на каяках. А вот и сам аэропорт. Вот там аэропорт Линате. Отсюда можно улететь в Париж, можно улететь в Германию, в любой город и по всем городам Италии. Наши довольные лица людей, которые прошли 20 тысяч шагов. Можете посмотреть, мы обходили Миланское море, сделали 20 тысяч шагов к 12:30 дня. Посмотрим, сможем ли мы сделать 100 тысяч до конца дня. Скажи какой-нибудь смешной, который ты запомнился. Развлечемся. Не запомнился, он актуален для нас, потому что ты меня всегда стебешь по поводу того, что я пью капучино и латте после 11-12 часа, я уже не помню, после скольки. Если вы не знали, это, можно сказать, практически под запретом и порицаемым обществом пить капучино в обед и еще, тем более на ужин. Кофе с молоком в Италии пьется только на завтрак. Так заведено. Поэтому, если вы заказываете в каком-нибудь маленьком городке, не особо туристическом, капучино после 12, на вас, правда, могут косо посмотреть. А я не пью никакой кофе, кроме кофе с молоком. Да, поэтому я всегда прошу Дашу заказывать капучино самой, потому что я не хочу быть порицаемым. Я скинул Андрею рилс, в котором итальянский парень высмеивает это правило, показывает, как он втихую пьет кофе в час дня где-то в кафешке. Первый привал — взять кофе в Макдональдс, чтобы немножко добавить энергии. Попутно сделаем обзор на итальянский Макдональдс. Так, что у нас тут есть? Есть
Авокадо с беконом. Обратите внимание на цены. 7,90, 7,20. Да, здесь есть двойной чикен барбекю, Биг Мак всем известный, хрустящий мак бекон и все. Биг Тейсти, например, здесь нет, но здесь есть сэндвич с авокадо, есть сэндвич с итальянским мясом и большой мак чикен. Но, что еще интересно, из напитков здесь можно заказать пиво. Из закусок здесь есть местные панцероки. Капучино во всех Макдональдсах в Италии готовят только в правильной кофемашине. Такие. Мы взяли кофе, чтобы дозаправиться. Кстати, еще один интересный факт об Италии. Здесь не принято пить кофе на ходу. То есть вы редко встретите людей, кто будет идти с кофе в стаканчике по улице. Если вы встретите таких людей, то, скорее всего, это туристы. Интересное предложение мы сейчас встретили, пока шли наш 25-тысячный шаг. Какой-то магазин, в котором скидка зависит от того, к какому поколению вы принадлежите. Например, для миллениалов 40%, для поколения X 50%, для центениалов 30%. Но самое интересное, если вы бумер и родились до 1966 года, вам минус 60%. Но, честно говоря, не знаю, что они предлагают. Наверное, знаю. Они продают очки. Так что вот так работает ситуативный маркетинг в Италии. В 27 тысячах шагов нас настигла первая неприятность. Кто-то решил пойти в новые обуви, конечно же. Ну, не совсем. Я же вчера прошла в них 20 тысяч. И теперь... Что у тебя, натерлась нога? Немножко, да. Пальчик прижался. Где-то натер. Так что я не знаю, теперь, возможно, под угрозой наш челлендж. Что-нибудь придумаем. Решение было найдено. Идем домой переобуться. На проверенную пару. Выливание воска. Не знаю. Если кому нужно, здесь вот контакты. Приворот, таролог, ясновидящие. Обращайтесь. И мы, наконец, сделали 30 тысяч шагов. Впереди еще 70 тысяч. Достаточно большое число. Нам нужно поторопиться, потому что время уже 14:20. Позади нас центральный вокзал Милана. У нас уже внештатная ситуация. Да. Ну, типа сильно натерлся. Первая мозоль. Да. А помните, как все хорошо начиналось? А мы всего лишь прошли 32 тысячи шагов. Мы даже еще не побили собственные рекорды. А уже испытываем проблемы. — 33 тысячи шагов, я уже начинаю чувствовать легкую усталость в ногах. Ноги стали тяжелее, идти уже не так легко, как раньше. А еще начинаешь понимать, какая у тебя нога опорная и какая больше работает. И какая у тебя опорная? Естественно, правая. У меня тоже. Мы сбежали домой, Даша поменяла обувь. Надеюсь, сейчас будет получше. Использовали немного пластыря. И на улице выглянуло солнце, так что идем вперед. Начиная с этого момента нам нужно идти практически без остановок, или если остановки будут, они должны быть очень короткие, для того, чтобы успеть набрать 100 тысяч шагов до конца дня. Проходим мимо арки мира, рядом с парком Симпионы. Да, идем с пяточком. Большой спорт. И я расскажу о нем. И это не туда. Сейчас мы проходим возле одних из самых известных мест в Милане. Это Кастелло Сфорцеско у нас за спиной и Дуомо. Площадь Дуомо будет впереди. Это знаменитый Миланский собор. На этой же площади располагается галерея Витторио Эммануэля II, там, где все самые знаменитые магазины, очень известное место.
Мы сейчас не можем уделить время на то, чтобы остановиться в этих местах и рассказать вам побольше. Но если вам интересно посмотреть отдельный ролик по Милану, то пишите в комментарии «Хочу видео о Милане». И мы обязательно его сделаем, если это видео, которое вы сейчас смотрите, наберет 10 лайков. Я думаю, что это будет не очень сложно делать. Планочка у нас невысока. Да, поэтому давайте, все зависит от вас, вперед. Раньше мама сказали, что в Италии нельзя пить капучино после обеда, что это не приветствуется. А теперь время настало для того, чтобы сказать второе неписанное правило Италии, которое нельзя нарушать. Только что мы увидели парня, который купил пиццу на вынос, и прямо сейчас он добавлял в пиццу кетчуп. Это что-то, что за пределами понимания итальянцев. Мы вышли на улицу, которая всегда полна местных и туристов. Это улица, которая граничит с площадью Дуомо. Здесь нас, конечно, немного это все дело замедляет, но мы постараемся отсюда поскорее выбраться. И сам Дуомо здесь. Наконец-то мы добрались до 40 тысяч шагов. Каждые 1000 пройденных шагов начинаешь ценить все больше и больше лавочки, расставленные по всему городу. Эти пару минут отдыха очень помогают пройти следующие несколько тысяч шагов. Но не всем. Помогает? А ведь мы еще даже не прошли половину нашего челленджа. К 41 тысяче у меня уже начала болеть голень на левой ноге. Организм проходит испытания, стрессовые испытания. Начинает посещать первые мысли о том, что мы не сможем это сделать, мы не сможем выполнить челлендж. Мы не прошли еще и половину. Темнеет все быстрее, шаги идутся все медленней, а силы начинают покидать. Но есть и хорошие новости. Новости, которые дают сил и мотивации идти дальше. Прямо сейчас я прошел 42 933 шага, и это ровно на 2 шага больше, чем мой персональный рекорд. В сентябре этого года максимальное количество шагов, которое я проходил за один день, было 42 931 шаг. И сейчас я его побил. У меня на этот год было 3 цели. Самая амбициозная – это пройти 100 тысяч шагов за день. Цель полегче. Это вот о чем я говорила в начале, пройти как можно больше шагов, насколько сил хватает за день. Ну и реалистично, зная себя, это побить свой парижский рекорд. В Париже я прошла за день. Это вообще был самый активный день, который у меня фиксировался в часах. Я прошла, по-моему, 36 200 с чем-то шагов. Ну вот, парижский день я уже побила. Одна цель закрыта. Я тоже, да, побил свой личный рекорд, который я сделал в Москве в сентябре этого года, после того, как меня в 4 утра не заселили в отель. По причине того, что я забыл паспорт. Оказывается, без паспорта, без физического паспорта российского, вас заселить в отель не могут. Мне не пришло ничего лучше в голову, чем просто пойти гулять по Москве. И на самом деле это было отличное решение, потому что очень редко удается увидеть Москву без людей. Как ощущение от 46 тысяч шагов? Конечно, твой организм ведь никогда так много за один день не проходил. Думаю, да. Сели отдохнуть. Мы сейчас в районе Навильи. Это набережная здесь в Милане. 47 тысяч, и мы дошли до самой знаменитой в Милане улицы. Вернее, это даже не улица, это набережная, где все миланцы и туристы любят проводить их время за аперитиво. После работы пойти сюда, для того, чтобы выпить бокальчик апероля и съесть чего-то перед предстоящим ужином. Тебя посещают мысли закончить этот челлендж сейчас, здесь и сейчас, сесть в один из
ресторанчиков и выпить аперитива. Да, конечно. Может быть, тогда мы закончим? И это видео никогда не выйдет? А? Оно выйдет. Оно выйдет, но миссия будет провалена, правильно? Нет, пока мы еще не сдаемся. Возможно, на обратном пути. Не знаю. Посмотрим. А так вот так эта улица выглядит. А еще с этого года в Милане появилась своя гондола. Это настоящая гондола, прямиком из Венеции. Их производят всего лишь несколько штук за год. Они обязательно должны быть одной и той же формы, одного и того же цвета и выполнены на одном производстве. Тогда это будет считаться настоящей гондолой. 48 500. Не 49. Даже не 49. Это, оказывается, более трудно, чем мы ожидали. Утром это казалось совсем просто. Это с учетом того, что мы как бы не коуч-потейто. То есть у меня норма на день это 13 тысяч шагов. Я ее, конечно, не всегда добиваю, но частенько. Мотивация становится все меньше и меньше. Боль в мышцах усиливается. Мы прошли 50 тысяч шагов. Шаг за шагом к 60. Дальше посмотрим. Может быть, придется остановить наш челлендж. У нас будет очередной пит-стоп. Не делай вид, что тебе этого не хотелось. Да нет, я вошел в ритм. Болящей голени. Я уже привык, я уже свыкся с этой болью. Боль прошла через меня, и мы с ней стали единым целым. Поэтому я больше ее не замечаю. После 50 тысяч шагов у нас возник спор. Добиваться поставленного результата любой ценой или же наслаждаться процессом и закончить раньше. И не добиться, точнее добиться результата, но возможно не такого, которого бы хотелось. Во-первых, пишите в комментарии, к какому типу личности себя относите вы. Результат или процесс. Но наши мнения разделились. Я считаю, что перфекционисты заканчивают в дурке, а процессники живут счастливо. А вот я говорю, что если себе поставил цель, то и эта цель оправдана, и ты правда хочешь ее добиться, то нужно ее добиваться. В данной ситуации Андрей готов пожертвовать своей голенью, потому что она у него уже болит, и болит, судя по всему, значительно сильнее, чем мои ягодичные мышцы. Короче, он готов пожертвовать своей голенью для того, чтобы пройти 100 тысяч. У меня вот уже ягодичная отпустила, но я, в принципе, понимаю, что 100 тысяч мы сегодня не пройдем. Вот если вы готовы, пожертвовать своей голенью для того, чтобы пройти 100 тысяч шагов? Не, ну на самом деле все зависит от боли, понятное дело, и от усилий, которые ты затрачиваешь. Сил у меня еще достаточно много. Да, немного побаливает голень с непривычки. Или, возможно, из-за неправильной обуви. Но на самом деле это кажется маловыполнимым, как бы мне бы не хотелось сегодня пройти 100 тысяч шагов. У нас обеденный перерыв. Ура! Ну такая себе, да, затея все-таки. Так издеваться над организмом. Ну, мы к ней подошли, как мы всегда подходим к любым затеям. Необдуманно и наскоком, поэтому результат соответствует. Нужно лучше готовиться. Но ничего страшного, я думаю, что мы еще это сделаем. Но мы еще пока не сдаемся. Мы еще не сдаемся. Но пока у нас перерыв на обед. Мы вам покажем, что мы заказали. И после этого пойдем дальше. Может быть, и настроение появится пройти еще 40 тысяч. 48 тысяч. Посмотрим. Если вы тоже едите, то вам приятного аппетита. Мы будем есть такие буррито. Второе дыхание после обеда-ужина не пришло. Я посидела, у меня, во-первых, огромное, ну не огромное количество, у меня на каждой ступне по мозоли, и сейчас будет мерзенько, одна из них лопнула еще на 20, ладно, на 32, по-моему, тысячах шагов. Я ее типа подклеила, потом дома заранее подклеила вторую, вот, но сейчас уже 52 тысячи и спасает этот пластырь. Вот, и смена обуви уже тоже спасает. Мы зашли домой, отдохнули, взяли третьего соучастника
пора признаться, 100 тысяч шагов сегодня пройти мы точно не сможем. Мы нашли силы, чтобы пройти последние 5000, округлить число до 60. Всё. Контент. Подъехал. Что случилось? Вторая мозоль лопнула на второй ноге. Вот в прямом эфире. Чё, отвратительное вообще ощущение. Ау. Ау, ау. Короче, лопнула. Ау, мозоль на ступне. Причем не на ступне, а вот где пальчики. И вот здесь вот между вот на этой вот складочке. Резкая, короче, такая боль, как будто вам ей в ногу, ну, соответственно, в то место, где была мозоль, короче, что-то впивается, прямо резко. Я первый раз даже, когда на первой ноге лопнула, типа, мозоль, подумала, что у меня там камень, короче, какой-то. У меня первый раз в жизни, блин, на 32-м году реально лопается вот эта вот водная мозоль, которая как пузырь. До этого никогда не лопала. У нас технический сход 55 895 шагов. Вот так мы заканчиваем. Не знаю, видно ли вообще что-нибудь, нет. Но вот так мы заканчиваем наш 100 тысяч шагов челлендж. Даша идет под ручку. Я же сейчас ее провожу и все-таки дойду до 60, чтобы было круглое число. Челлендж заканчивается бесславно. К слову, в Париже я прошла 35-36 тысяч и тоже себе стерла в кровь все ноги, потому что я поехала в новых тоже кроссовках Да. от Зары. Чему жизнь не учит, И задники себе все стерла просто в кровь. Так что мораль сегодняшнего дня: ребята, наслаждайтесь жизнью. Не надо ходить 100 тысяч шагов, не надо ставить себе... Не надо ставить себе целей, господи, живите как живется. трудновыполнимых целей. Нужно подходить с умом. Проводил Дашу домой, не просто ей пришлось, последние несколько сотен метров. А сам решил дойти до круглого числа, до 60 тысяч. Все, пора домой. Очень не просто уже идти, сил не так много. Голень все так же болит, пора заканчивать с издевательством над собственным организмом. Шел 50 532 шага, до дома как раз примерно 500-600 метров, будет 60 тысяч. И на этом мы сегодня закончим. Спасибо, что смотрели, встретимся в новых видео. Пока!